Добро пожаловать на заключительный день первого этапа ЛСС. Со мной в этот раз Дарьян. Евгений, в этом году ЛСС проходит на новом месте проведения. Ты уже здесь провел 2 дня. И что бы ты мог рассказать зрителям о данном помещении? Расскажу вначале о том, что было до этого. До этого мы тоже были в Кёльне, наша студия, которая снималась. Она была поменьше, чем сейчас, которая. Но наш отель находился гораздо ближе, чем сейчас. Это был большой плюс, я бы сказал, по сравнению с чем сейчас. Но плюс же есть же, опять же, в новом месте. Во-первых, тут гораздо больше места. Раньше была такая ситуация, что даже негде было сесть. Сейчас эта проблема решилась. Ну и больше места, это значит, что есть куда развиваться. Давай уже непосредственно поговорим о самой игре. Выпустили нового чемпиона, Ясуо, ты его называешь Сосо. Ты на нем очень много играл в последнее время. Что бы ты вообще мог рассказать об этом чемпионе и почему вы, в частности, не брали его на этом турнире до сих пор? Пару раз его банили. Дальше была игра, где я мог его взять, по-моему, 1 раз. Я его хотел, уже взять, но это герой не тот, которого можно брать как сейф. Это герой, который это единственный герой, который имеет связь с другими чемпионами непосредственно ульта его, что тебе надо и против противников его взять, чтобы у противника был состав, который он может блочить свои W непосредственно, и чтобы какое-то было подбивание в воздух, что ты можешь заультить не только когда ты подбрасываешь. Это герой, который должен иметь 2 условия, чтобы его взять. Пока такие условия не были соблюдены, и я его еще не пикнул. Мы могли узнать о том, что ты его тренируешь благодаря стримам Генджи. Не мог бы ты рассказать, почему ты так часто играешь с Генджи, например, не с другими игроками команды? С Генджи мы играли уже давно, с самого начала, по сути, не знаю, мы с ним играем, я бы сказал, не только даже в LoL вместе. Как-то повелось, что совпадаем по времени, я его зову, он меня зовет, и играем. На этом турнире ты уже в 3-й раз за последнее время взял Варвика. Если первые 2 раза казалось, что это какая-то случайность или какая-то специальная заготовка, то сейчас уже кажется, что это проверенный пик, который ты решил использовать. Что бы ты мог сказать вообще об этом чемпионе и почему ты его используешь? Расскажу, как было дело. Варвика я давно не играл. Когда-то было время, был пик Варвика, потом его понерфили, потом его даже что-то поменяли вроде. Я точно не помню всю историю. В общем, он как-то затесался, в потемках и не выходил на свет долгое время. По-моему, я один из немногих, кто пикнул его даже за последний год или 1,5. Что могу сказать? Мне его посоветовал на самом деле Алекс. Он, не знаю, каким макаром его пикнул, сказал, что вроде неплох, но я как не особо серьезно взял его, посмотрел. Я представлял, что из себя Варвик, конечно, представляет. Но вроде неплохо подошел под новую мету с телепортом. Мне понравилось, я решил потренировать его дальше. Все сложилось. Выглядел он неплохо. Я сказал, почему и нет. Тем более, что многие чемпионы, которые сейчас в данной мете пикаются на топ, он может против них что-то противопоставить. Войне. Как я заметил, одна из его главных проблем – это отсутствие вейв-клира, но при этом я смотрел последние 2 игры, ты довольно-таки успешно стоял на лайне, не отставал по гриппам, за счет чего тебе это удавалось? Да, есть большая проблема в том, что ты не можешь быстро пушить. Например, в отличие от Ренингтона, который забирает с 2 кастов пачку, Варвику приходится делать 30 автоатак. Да, это, ты как бы
как это сказать, в общем, это минус его, да, ты подгоняешь противнику больше голды по тавер, медленнее приходишь, тебя можно запушивать, но это окупается своими плюсами. Во-первых, Warwick имеет ешку, которая помогает команде, в отличие от, например, Рениктона, который не палит противников, уходящих на одном хп. Дальше ты имеешь лейтовое преимущество. Warwick один из очень сильных героев в лейте, он может соперничать с Мунна. И ты можешь, я даже не знаю, как это сказать, врываться. То есть делать флэш-стан мгновенные, которые могут помочь или как-то резко изменить ситуацию боя. Ну вот, кроме этого, мы видели очень много Шиван, Рениктонов и так далее. Но лично тебе пришлось столкнуться с еще одним нестандартным пиком в игре с Fnatic, Трандл. Был ли это, какую роль сыграл Трандл в победе Fnatic над вами? И увидели мы этого чемпиона еще? Трандл я не ожидал, но я играл за него много раз. Я знал, что делает Трандл. У меня не было особых проблем с ним на лайне, но я совершил одну большую ошибку, так как наша дабла очень сильно просела. Мне надо было играть в полную агрессию, пытаться, то ли таунтить лесника, то ли загнобить тролля. Не знаю, как это сказать. В общем, можно было разные там моменты попробовать как-то более в агрессию, телепортнуться на бот, но на боте там было так все плохо, что мне говорили, не надо, нас там убьют всех. Возможно, так и было бы. Как случилось, так случилось, но Трандл, я не считаю, что такой сильный герой и может соперничать с Мундо. Давай, наверное, раз уж мы говорили о героях на топе, подведем какой-нибудь итог, и что ты мог бы сказать вообще о текущей мете, нравится она тебе или нет? Чего ты ожидаешь, там, не знаю, от будущих патчей? Мне не нравятся новые варды, они привносят какой-то странный привкус, которого раньше не было, что минутный вард, например, он не стоит долго, но в итоге он что-то дает, и по сути как бы его нету. Нету такого, что ты знаешь, вард у тебя есть, варда у тебя нету. Дальше ты на 9 левеле обреживаешь вард, он сам обреживается сам, и ты имеешь вард 100% КД. То есть он сколько стоит, откатывается, ты его опять ставишь. То есть какая-то область ты видишь на карте. Это опять же, в отличие от первого левела варда, который, можно сказать, почти тебе вишена не дает, только на какое-то количество времени, чтобы, например, там, можно его поставить, не пришли незаметно, да, там на первом левеле, на каком-то там еще, но это не дает такой уверенности, что у тебя стоит вард. А на 9 левеле, наоборот, ты имеешь очень сильный вард, который неинтересно, я бы сказал, даже становится играть с ним. Надо более как-то плавно сделать, и чтобы ты это все мог более за голду купить себе вард, и это было бы более вложение, которое ты мог ощутить, которое сейчас вложение, ты можешь апгрейдить свой вард, оно, я бы сказал, что дополнительная минута перезарядки ничего не дает, и 475 голды улетают никуда. Vision же вард, опять же, его видно, и его можно пойти сломать, и противник, можно сказать, навалится на твоем варде. Это тоже обоюдосторонний меч и не роляет. Хорошо, давай закончим все твоим анализом. И что бы ты хотел сказать напоследок? Напоследок хотел бы передать привет, кто нас смотрит. ЛКС сейчас проходит в довольно поздние часы для московского времени. Последняя игра, я помню, у нас была, наверное, часа в 4 по Москве. Кто нас смотрел, болеет, поддерживает, им большое спасибо, то, что держатся, да, не засыпают и смотрят нас. Спасибо и тебе за это интервью. С вами был Евгений. До новых встреч. Пока. Давай, садись, прокатись. Да нет, вряд ли.